Историческое кино всегда в почете. Это именно тот жанр киноиндустрии, который никогда не утратит своей актуальности. Лучшие исторические фильмы повествуют о наиболее ярких событиях человечества. Смотреть такие фильмы – настоящее удовольствие, позволяющее окунуться в мир далекого прошлого. Топ мы отобрали самые лучшие фильмы с захватывающими битвами ближнего боя на мечах и штыках, которые не оставят ни одного из вас равнодушными к происходящему на экранах ваших телевизоров. Десятое место. Огнем и мечом. 17 век. Речь Посполита объята огнем, спровоцированным ссорой православного полковника Богдана Хмельницкого с паном Чаплинским, который запорол насмерть сына полковника. Оскорбленный Хмельницкий поднял Запорожскую сечь, призвал крымских татар под предводительством Туганбея, разбил войска короля Владислава. Девятое место. Жанна Дарк. Реалистичная и пугающая обстановка батальных сцен, потрясающая глубина визуальных образов и волнующая музыка переносят зрителя на 500 лет назад, туда, где звуки молитв заглушаются звоном мечей и где беспросветные ночи озаряются пламенем костров, пожирающих невинных жертв. Восьмое место. 13-й воин. Утонченный аристократ и поэт в наказание за любовь отправился посланником цивилизованного Востока на варварский север, к диким и необузданным викингам. Эти храбрые воины готовились к походу против таинственного племени пожирателей трупов, опустошающего деревни и оставляющего после себя груду человеческих скелетов. Седьмое место. Александр. Спустя 40 лет после гибели Александра, пожилой Птолемей, один из ближайших соратников Македонского, ставший после его смерти наместником Египта, решает рассказать и записать историю побед великого полководца. В течение 8 лет войско Александра Великого двигалось на восток, к берегам Мирового океана. Шестое место. Патриот. Когда над страной вспыхнуло смертельное пламя страшной войны, прославленный ветеран и отец 7 детей Бенджамин Мартин остался в стороне. Но хладнокровное убийство его сына в одночасье меняет всю его жизнь. Жажда мести превратила воинскую науку в жестокую бойню, а мирного плантатора в безжалостного командира самого опасного отряда повстанцев. Пятое место. Царство Небесное. Юный оружейник Бэлиан вынужден бежать со своей родины. Он присоединяется к отряду крестоносцев, которым руководит его отец. Но в одной из битв отец получает тяжелую рану и перед смертью присваивает своему сыну сан рыцаря, и тот клянется в верности королю Иерусалима. Четвертое место. Последний самурай. Действие разворачивается в Японии 70-х годов 19 века. Капитан Нейтан Альгрен, уважаемый американский военный офицер, нанят императором Японии для обучения первой армии страны восходящего солнца современному искусству ведения боевых действий. Император пытается искоренить древних воинов-самураев, готовясь к более прозападной политике правительства. Третье место. Троя. 1193 год до нашей эры. Парис украл прекрасную Елену, жену царя Спарты Менелая. За честь Менелая вступается его брат, царь Агамемнон. Его армия под предводительством Ахиллеса подошла к Трое и взяла город в кровавую осаду, длившуюся долгих 10 лет. Два мира будут воевать за честь и власть. Тысячи умрут за славу. И за любовь нация сгорит дотла. Второе место. Храброе сердце.
Это история легендарного национального героя Уильяма Уоллеса, посвятившего себя борьбе с англичанами при короле Эдварде Длинноногом. Он рано лишился отца, и его забрал к себе дядя, который дал ему хорошее образование в Европе. На родину Уильям возвращается уже взрослым человеком, мечтающим завести семью и жить мирной жизнью. Но судьба распоряжается иначе. Его невесту убили англичане, и он начал свой крестовый поход за свободу. Первое место. Гладиатор. В Великой Римской империи не было военачальника, равного генералу Максимусу. Но случилось так, что отважный Максимус, готовый сразиться с любым противником в честном бою, оказался бессилен против вероломных придворных интриг. Генерала предали и приговорили к смерти. Чудом избежав гибели, Максимус становится гладиатором.